Всем привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы свяжем с вами вот такую салфетку крючком для сервировки стола. Вязать ее очень просто и быстро. По размеру у меня эта салфетка вышла в диаметре 40 сантиметров. В этой салфетке 18 рядов. Я ее вязал вот таким хлопковым шнуром, в 100 граммах 150 метров. Но вы можете использовать любую хлопковую пряжу в один или в два сложения, если вдруг ваша пряжа слишком тонкая. Я использовал крючок 3 мм. В предыдущем мастер-классе мы вязали с вами сервировочную салфетку с похожей серединкой. Но обвязка этой модели другая, она более широкая и напоминает рельефные листики. Эту модель, так же как и предыдущую, я вязал по фото из интернета. И также нарисовал схему, которую опубликую у себя в Instagram. Заходите в гости, подписывайтесь, там много чего интересного. Сохраняйте схему себе в копилку и вяжите с удовольствием. По завершении работы эта салфетка у меня получилась настолько ровная, что не обязательно было ее блокировать, а можно было обойтись просто отпариванием или вовсе без него. Но я люблю все свои салфетки блокировать, поэтому в описании к этому видео я оставлю ссылки на два видео, где я рассказываю о своей блокировке салфеток. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к мастер-классу. Поставьте этому видео лайк, вам не сложно, а для меня это очень важно. Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на пальцы, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляю крючок под первую нить, цепляю вторую и вытягиваю ее. У меня образуется вот такая петля. И теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить и протянуть ее. Я сейчас вот так придерживаю и пальцы аккуратно вытаскиваю. Держу наше вот это кольцо и теперь протягиваю петлю, нить точнее, и затягиваю. Вот наше кольцо амигуруми. Сейчас еще раз покажу. Берем нить, кладем на пальцы, оборачиваем, скрещиваем, сзади придерживаем. Вставляем крючок под первую нить и вытягиваем вторую. У нас получается вот такая петля, и в нее цепляем рабочую нить, вытаскиваем пальцы и протягиваем. Вот так. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик я заменяю 3 воздушными петлями подъема. Раз, два, три. Теперь накид и в кольцо выполняю столбик с одним накидом. Опять накид, столбик с одним накидом в это кольцо. Накид, столбик с накидом. И так продолжаем вязать наши столбики до конца в это кольцо. То есть вот сейчас я провязал 4, мне нужно провязать еще 12 столбиков. Провязываем самостоятельно 16 столбиков с одним накидом, и дальше я вернусь и покажу. Итак, вот я провязал 16 столбиков с одним накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. То есть наши воздушные петли подъема. Всего 16. Вставляю крючок обратно, и за вот этот хвостик я теперь тяну и замыкаю наши столбики вместе. Чересчур сильно не тянем, чтобы не порвать нить. И теперь вот этот хвостик я кладу вот так сверху рабочей нити, вставляю крючок в третью воздушную петлю подъема и выполняю соединительную петлю. Вот так. Все, таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик я сейчас обратно вот так сюда кладу и буду в вязание под столбиками второго ряда прятать. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, еще 2 воздушные петли, как арка. То есть вот так мы выполнили столбик с накидом и арка из 2 петель. Теперь я делаю накид. И в следующий столбик, то есть вот они наши воздушные петли, мы из них выходим, и уже в следующий столбик вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные, столбик с одним накидом в следующий столбик. Опять 2 воздушные,
столбик с одним накидом в следующий столбик. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый столбик предыдущего ряда выполняем столбик и 2 воздушные петли между ними. Провязали второй ряд до конца, выполнили все наши вот эти столбики, последние 2 воздушные петли. И теперь соединяемся с первым столбиком, но можно соединиться не в третью воздушную петлю подъема, а прям вот так. Мы за сами петли вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Вот, таким образом наш второй ряд завершен. Теперь приступаем к третьему ряду. В этом ряду мы будем вязать только в арке 2 воздушных петель и будем провязывать пышные столбики из 4 накидов. Сейчас вот так петлю немножечко вытягиваем повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Теперь делаем первый накид, вставляем крючок в арку и вытягиваем нить, также повыше. Опять делаем второй накид, вставляем крючок опять в арку, вытягиваем петлю повыше. Третий накид, опять вставили, вытянули. И четвертый накид, вставили, вытянули. Вытягиваем вот повыше петли. И теперь провязываем все петли, кроме последней. Аккуратно, не спеша. Вот так у нас теперь 2 петли, и их вместе провязываем. Вот мы выполнили пышный столбик из 4 накидов. Теперь выполняем 3 воздушные петли арку. 1, 2, 3. И в следующую арку 2 воздушных петель также выполняем пышный столбик из 4 накидов. Делаем 1 накид, вытянули петлю. 2 накид, вытянули петлю. 3 вытянули. И 4 опять вытянули петлю. И теперь провязываем все петли, кроме последней. Вот так у нас 2 остается. И теперь их вместе провязываем. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку опять 1 накид, вытянули. 2, вытянули. 3, вытянули. 4, вытянули. Провязываем все петли, кроме последней. У нас 2 петли. И теперь вместе закрываем. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку у нас пышный столбик из 4 накидов. И между ними по 3 воздушные петли. Провязали третий ряд до конца. Выполнили последний пышный столбик. Последние 3 воздушные петли. И соединяемся. Теперь можно прям вот в арку, в эту первую вставить крючок и провязать соединительную петлю. Вот таким образом. Теперь приступаем к 4 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, и в эту же арку нам нужно провязать еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь выполняем накид и в следующую арку, то есть столбики мы вот эти пропускаем, в следующую арку выполняем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4 столбик. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку мы выполняем просто по 4 столбика с одним накидом. Провязали 4 ряд до конца, выполнили последние 4 столбика, и теперь с первым столбиком, то есть в третью воздушную петлю подъема, мы просто соединяемся соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к 5 ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, как арка, накид, пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. То есть вот у нас первый столбик, получается, выходит из наших воздушных петель, 2 петли, и вот в следующий столбик мы второй пропустили, в третий столбик мы провязали столбик с накидом. Теперь опять 2 воздушные, накид, пропускаем следующий и в следующий столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные, накид, пропускаем следующий и в следующий столбик с одним накидом. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем 2 воздушные петли,
пропускаем один столбик, и в следующий идет столбик с одним накидом. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли, и также можно соединиться, как мы раньше уже соединялись, прям за сами воздушные петли подъема, вот так просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 6-му ряду. В этом ряду мы будем вязать точно так же, вот как мы вязали здесь, наши пышные столбики. Сейчас вытягиваем немножечко вот так повыше петлю и делаем 4 накида. 1 накид, вытянули петлю, 2 накид, вытянули петлю, 3 петля, 4 петля. И теперь все вместе провязываем, кроме последней. И теперь вот так мы закрываем. Затем у нас 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующую арку также 1 петля, 2 петля, 3 петля и 4 петля. Провязываем все, кроме последней. 2 петли вместе. И опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку пышный столбик из 4 накидов и 3 петли между ними. Провязали 6-й ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли, и соединиться можно прям за сами воздушные петли, просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 7-му ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, и в эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем в следующую арку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую арку также 3 столбика с одним накидом. То есть мы в этом ряду провязываем в каждую арку просто по 3 столбика с одним накидом. Сами пышные столбики предыдущего ряда мы пропускаем. Вот так. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 7-й ряд до конца и соединяемся просто в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. И сейчас я вам покажу, у вас, наверное, то же самое. То есть как будто салфетка стягивает, мало есть столбиков, и она начинает скручиваться. Но здесь на самом деле ничего не скручивается. Мы вот так пальчиками все хорошо распрямляем в разные стороны. И она, посмотрите, идеально ровная становится. Вот, наизнанку ее кладу. То есть все, вот она ровная. Просто в процессе вязания мы когда вяжем, мы столбики нехотя, грубо говоря, вот так, они все в одну кучу сбиваются и начинают стягивать работу. Но мы распрямляем, и все у нас ровно. Теперь приступаем к 8-му ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли еще, как арка, теперь накид, пропускаем второй столбик и в 3-й выполняем столбик с одним накидом. Опять выполняем 2 воздушные, накид, пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. То есть мы так уже вязали, пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с накидом. И между всеми столбиками у нас по 2 воздушные петли. Вот так. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 8-й ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли. У меня здесь по рисунку как раз остается один последний столбик, который мы пропускаем. И теперь просто соединяемся за сами воздушные петли подъема, как мы уже раньше делали. Теперь приступаем к 9-му ряду. В этом ряду мы будем также вязать вот эти наши пышные столбики. Вытягиваем петлю повыше и делаем 4 накида. 1, петля, 2, петля, 3, петля, 4, петля. Провязываем все петли, кроме последней, и затем уже эти 2 петли. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующую арку опять накид, петля, 2, петля, 3, петля, 4, петля, и провязываем аккуратно, не спеша, все петли. Закрываем. Опять 3 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку пышный столбик из 4 накидов и по 3 воздушные между этими столбиками.
Провязали 9 ряд до конца и соединяемся прям за сами воздушные петли соединительной петлей. Теперь приступаем к 10 ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом, накид, и в эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Затем в следующую арку провязываем также 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку выполняем просто по 3 столбика с одним накидом. Вот что у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 10 ряд до конца и в конце ряда просто соединились соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Если будете вязать что-то по моим мастер-классам, то обязательно отмечайте меня на своих фотках в Инстаграм хэштегом «Вяжу с Дуду». Мне очень интересно смотреть, что же у вас получается по моим видео. Я лайкаю ваши работы, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам было полезным, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно, присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.